Лаборатория Генезис. Что изменилось? Что осталось по-старому? Зачем ее вообще проходить? И как это делать легко и просто? Подробный гайд 2026. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать и изучать Last Day. Лаборатория Генезис разблокируется, проходя путь выжившего. И пусть даже тебе ее откроют раньше, чем ты начнешь главу «Тяжелая техника», я не рекомендую тебе ее проходить. Потому что для фулл зачистки тебе потребуется экипировка, в которой ты проходишь северный регион, островной регион и болотный регион. Что изменилось конкретно на этой локации? Вот отсюда перенесли хранилище. Верстаки все так же остались. Что я тебе рекомендую сразу подготовить? Значит, в локации порт у нас есть маленькое небольшое хранилище. Это чисто доставочки делать. Также ты можешь здесь умереть от жажды, голода или гранаты, мины и сделать еще одно хранилище. Вот его я рекомендую тебе сделать. Оно тебе поможет зачищать лабу. Такой же трупик можно сделать и внутри самой лаборатории. Где тебе удобно. У меня вот мужчина валяется, красавчик затаренный. Ну и официальное хранилище лаборатории. Вот оно. Большое и красивое. Что еще здесь? Ферма водорослей. Душ. И это прям, да, это прям вообще нужная вещь. Потому что тут плюют, можешь вонять. Вот этот мужчина. Чтобы его разблокировать, между делом, он очень крут. Надо пройти всю лабораторию. Все 4 сектора. Вот она, ферма водорослей. Из парацидов выращиваем водоросли. И вообще неважная штука. Теперь обычное оружие здесь ничего не отнимает. Ну, практически. Поэтому вот этот парень, стол с модификациями, вообще не нужен. Это у нас, соответственно, главное, да? Генератор. Генератор имеет 4 уровня. Теперь еще. Его можно заряжать. Ну ты видишь, да? У нас появились, значит, красная такая ерунда. Гуамно сушеная. Вообще, короче, да, вот прям ну огонь. Заряжать биореактор теперь несложно. Ну то есть, одна ячейка и можешь пройти один сектор. Также прокачка этого биореактора. Что открывает? Держи фильтры. Еще одна ячейка. Вот этот стол открывает. Усиление и угрозы. Если поставить, допустим, герой боевика, то мне такой апкаст может попасться, и я его возьму. То есть он мне не 100% попадется. Если поставить, значит, угрозу, то ее точно не попадется. То есть мне точно не выпадет здоровье боссов, увеличенное на 40. Точно не выпадет, ты видишь, да, вампиризм засранцев. Сколько их? Их достаточно много. Вот это возмездие вообще мне не нравится. Я использую именно блокатор. Ну, соответственно, чем выше уровень твоего генератора, тем больше можешь выбрать на зачистку всякой этой ерунды. И вот такой давай. Ну, идеально просто, вообще. Соответственно, лаборатория имеет откат. Когда откат заканчивается, она обновляется, да, можешь менять эти блокаторы. Также есть хард режим. Такой же, как в бункере Альфа. Чтобы его разблокировать, повторюсь, тебе надо пройти все 4 сектора. Также все 4 сектора разблокируют тебе полноценный магазин. Магазин обновляется раз в 3 дня. Он великолепен просто. А это что? А это еще одна дополнительная награда. Раз в 20 дней примерно, да? Заканчивается и заново. Заканчивается и заново. Мало того, что всякие кучу классных наград, так еще мы получаем образцы заражения. То есть мы получаем за репутацию у Евы и просто за килл кожеедиков внутри лаборатории. На что тратить? Тут уже выбирай сам. Лаба была изменена. Серьезно изменена по луту. Раньше с боссов
Падальщик и Мор нам падали, гидравлические детали и полетный контроллер. Теперь они не падают, их надо именно вот здесь выкупать. А еще, наверное, это самая дешевая трансмиссия вездехода. Есть событие коммуна? Ну ты же в курсе, ты подписчик. Нет, тогда подписывайся, ёл-пал, и будешь в курсе. Ну так вот, там была самая простая трансмиссия, особенно для бездонатных игроков. Теперь она, судя по всему, здесь. Да. Потому что это реально круто. Да, их можно еще в других местах добывать. За экспедиции в поселении, гидравлические детали, к примеру. Вот это ерунда. В той же коммуне. Но здесь будет полегче, попроще. Событие длится 20 дней, ну грубо говоря, 21. А магазин обновляется раз в 3 дня. Ты понял, да? Это шикарно, ёлы-палы. Тут очень много всего ценного, нужного. И да, это самый простой карбон в игре Last Day на данный момент. Ну реально, я проще не знаю. А если тебе нечем заряжать генераторы, ну можешь вот здесь образцы споры купить и даже не идти их не добывать. Также, зачищая лабораторию, ты будешь получать вот такие диски с данными, жесткие диски, бейджи и карточки. А за прохождение А секторов, Б Бшки. Б плюс, А плюс — это когда включишь хард режим. Их вот сюда отдаем. То есть раньше мы меняли их на чемоданы, а теперь просто тупо все это сливаем. Обновиться через 12 часов. Ну короче, фарми не хочу, да? Оп, и еще наградки. Если прем, в конце бесконечные образцы заражения. То есть прям капец, да? Фигач не хочу. Что тут еще? Вот этот холодильник. Вода, банально в душ сходить, чуть-чуть пожрать. Ну и пацаны стоят. Пойдем уже. Оп. Ну ты понял, да, как происходит этот процесс? Вот эти ресурсы вкидываешь, ячейку набрал, одна зачистка сектора есть. Если он у тебя не прокачан, сектор прошел, вкинул, следующий сектор вкинул. Если у тебя 4, ну тогда один раз зарядил и пошли сразу. Третий этаж не функционирует. Будем надеяться, что будет функционировать в дальнейших разработках. Эх, ялпалы, дрезина-мадрезина, процессор. Говноеды вот тусуются, да? И смотри, какой классный поезд. Ну, наверное, поедем. Поедем на поезде попозже. Ладно, уходим отсюда. Если ты не видел мой подробный обзор прохождения глав, это было в главе «Тяжелая техника». Да и в финальной главе тоже. Че, мы ждем? На этом поезде мы отправимся в бункер Браво. Ну давай не будем, это все будущее. Ну и все, вот она вся лаба как была, так и есть. Сектор А1, сектор А2 проходятся исключительно в антиспоровой экипировке. Сектор Б1 это как Бореал, ледяная экипировка. Самая простая сборка — пистолеты. Но это реально, если ты не можешь сделать, значит ты еще не дорос до этой лабы. Вот, это ни о чем. Ледяной сектор, ракетницы, ёп, это ну ни о чем, блин. И кстати, да, пистолет ремонтируется фигово, ракетница ремонтируется очень круто. Вот этими алюминиевыми пластинами. Можно даже вот этой ерундой. Но пластины тебе дает, правильно, поселение, ёлы-палы, блин. Ну и третий сектор, он бронированный. Чтобы тебе собрать минимальную сборку, открыть крафт миротворцев. Посмотри, блин, ну они не тяжело собираются, ну реально. Все ресурсы ты можешь добывать даже без вездехода. Я только что на твоих глазах защитную ткань выкупил, желтенькую. Из нее делаешь ткань. Ну и вот этот фантастический комплект брони. Все то же самое, да? То есть... лаба, грубо говоря, тебе открывается не когда ты пройдешь операцию «Мертвая вода», а вот тяжелая техника. Первый пункт — лаборатория. То есть вездехода еще нету, но уже можешь делать вот эту вот обычную говноброню и пест. Для нормальной зачистки лабы, без фанатизма. Ракетница, антиспоровый пистолет и миротворец. Броня, соответственно, первого левела. Антиспоровая и антирад. Ну и все.
Верный друг приветствуется, дрон приветствуется, если у тебя есть. Если есть у дрона светлячок, то босса второго, да, их всего 4. Здесь гибрид гниющий. В секторе А2 падальщик. В секторе Б1 ледышка или снежинка, как-то так. Ну и финальный мор. Хотя бы один раз тебе надо полностью пройти лабу. А дальше? А сколько хочешь, столько и зачищай секторов. Если есть верный друг, дрон, повторюсь, конечно, приветствуется. Дрон вообще ваншотает. Обилка светлячок и будет босса ваншотать второго. Такой. И такой. Если у тебя есть против ледяных еще, ну это вообще грязь. Вот она. Святая всех святых. Значит, нажимаешь, и тебе рандомно дают скиллы. Плюс рандомно выпадают опасности. Перезагружаются они, когда перезагрузится полностью лаборатория. За золото можно обновлять эти скиллы. Пропуск очень хороший. Открывает дополнительные комнаты во всех 4 секторах. И чё? Ну, больше будет всякой халявы. Мне нравится лично. Новые правила. А как они прокачиваются? У тебя новые правила. Серый значок. А у меня, видишь какой? Это уже 2-й уровень. Все просто. Магазин Евы. У меня там нету этих карточек, потому что открыты. А у тебя будут. Прям вот в этих магазинах. У тебя здесь будут карты. Я просто уже очень много зачистил. Поэтому у меня и нету. Уже все открыл. Ну чё, поехали уже. Нормал режим заждался. Повторюсь, пока ты новичок, тебе достаточно будет секторов А1, А2. Ну реально. Вот эти пистолеты крафтятся несложно. Ремонтировать их точно не надо. Блин, еб, верблюды эти вообще. Да? Да, не люблю этих пацанов. Ну, соответственно, да? Ингаляторы бери. Что еще было изменено в лаборатории? Что-то еще? Да. Блин. Во-первых, крышки стали падать. А во-вторых, перестали падать такие трубы. Называются. И чё? Они за вылазки. В экспедициях они падают сейчас. Все так же. В поселении. И чё? Ну и все. Вообще никаких проблем. Ну ты видишь, да? Ну изи-пизи. Блин, даже не знаю, оно надо вот показывать тебе полную зачистку. Ну чё тут, ёп, фигачишь и фигачишь. А вот смотри, как работают новые правила. Опачки! Грязь! Это все, кто остались? Именно. И да, ты понял, да? Все, нам уже идут колбочки эти. Примерно за фулл зачистку что-то типа 2000. Плюс-минус. Прям вот высчитывать их до миллиметров, я считаю, не сильно надо. Ну, нормально надо тебе, да? Короче, трансмиссию заберешь, если их захочешь. Вот о чем речь. И карбон тоже раз в 3 дня будешь забирать. На раз-два вообще. Очень много теперь ящиков. Прям капец вообще. Ну, то есть это хорошо, да. А чё я без дрона-то бегаю, да? Да, еще дрончик помогает. А без верного друга и дрона. Все как обычно. Потратишь больше оружия, потратишь больше брони. А можно? Ну, конечно, можно, ёлы-палы. Че тут проходить-то? Главное, пистолетов побольше сделать. Соответственно, выбиваем все эти бейджи, карты, убиваем зомби, получаем эти пробирки. За боссов дают побольше. Насколько? Ну, побольше. Боссы несложные. Они были намного сложнее. Ну, реально. Соответственно, если ты будешь с пистолетиком, да, подольше побегаешь. Соответственно, если ты будешь без верного друга, ну, придется подольше побегать. Обрати внимание. Красный кашель на мне был. И чё? Блин, убирай его сразу.
Это полная жесть вообще. Ломает броню. Быстро ломает броню. Давай я уже допрохожу сектор без тебя. Третий пистолет ломаю. Ну как бы учитывая, да? Я 2 раза вызывал дрона. Плюс. У меня еще и верный друг. Слушай, ты тоже можешь получить верного друга. Вот эту штуку ему выкупи. И обычный верный друг тоже будет помогать. И очень хорошо. Не обязательно прям стоп-скиллами. Вот та самая секретная комната, да? Пропуск требуется. Есть ли резон брать пропуск? Конечно. Но не бери его сразу. То есть бери его в самом конце, когда будешь проходить сектор Б2. Он просто разблокирует двери, пробежишься, все, соберешь. Скилл уворот. Все так же крут. Скилл шипы. Все так же крут. Тебя бьют, сколько тебе нанесли, столько им в отдачу полетело. Скилл чума. Очень прикольный. То есть зомби не могут лечиться. В секторе Б1 вампиры будут. Вот лучше тогда его брать. Вот этот скилл. Атакующий противник получает ответный урон. Блин, это реально прикольно. Посмотри мой ролик, где я лещами все прохожу. А здесь это работает? Ну, конечно, работает. Давай возьмем. Еще бы ее не работало. Поехали. Вот, обрати внимание. Оп! Смотри еще раз. 18 урона отлетает. А мне бьет 5. Почему? Потому что у них споровый урон, да, а у меня защита от спор. Блин, это великолепно, короче. Давай еще раз улю. Прикольно, да? Плевки не отлетают, только ближний урон. Оп. А сколько проходить? Ну, тут как бы сам решай. Повторюсь, ты можешь пройти сектор А1 и готово. А1, А2, супер. Даже не идти в Б. Но, блин, Б ледяной, слушай. И чё? Ну, он самый простой, потому что, ну, ракетница действительно делается из говна и палок. Так она еще и ремонтируется. В общем, если ты можешь пройти сектор А1, А2, то ты точно можешь пройти сектор Б1. Ту же ледышку босса не обязательно ее убивать. 3 пистолета потратили, да? Вроде 3. А сколько у нас было вот этой ерунды? Сейчас 2011. Ну, что-то там 1500. Пусть будет 1550. Реально, 2 косаря можно взять. Но надо будет много-много комнат дополнительных фигачить. То есть я иду сейчас по минималке, да? Чтобы пройтись по боссам. Для начала, чтобы весь магазин разблокировать. И все плюшки, хард режим. Я рекомендую тебе пройти, конечно же, по минималке. Никаких лишних комнат не открываем, да? Почти заломали броню. А как экономить ее? Так же, как и всегда. А вот тебе неплохая сборка. Оружие. Вот эта ерунда, учитывая, что 30 секунд всего работает. Лечение. Оружие будет доставаться из инвентаря. Слева направо. Отсчет идет вот от этой клетки сверху. То есть сломал оружие, следующее, да? Юзаем. И прекрасно бегаем вот в этой ерунде. Ну, по такому же принципу, как мы с тобой зиму зачищаем, да? И экономим броню зимнюю. Блин, ну это реально классная тема. Ну, чё там? Посражался, одеваешь вот эту ерунду, чтобы снять с себя радиацию. Потому что, да, броня имеет значение. Она у нас не бесконечная. Ну чё, босса побеждаем. На босса? Блин, ну тут чё думать-то? Нормальная антиспоровая броня нужна на босса. Блин, да по идее он вообще, ёп, ни о чем. С моим верным другом, да? Повторюсь, светлячок у дрона, раз и нету босса. А так в целом, стратегия не поменялась, ну кроме того, что... Ты понял, да? Хорошо, он накидывает тебе антиспоровую ерунду. Блокаторы и готово. Все зависит будет от скорости килла. Стоять.
Ой-ой-ой, зарядился энергией, чудо. Понял, да? Нету ни гидравлических деталей. Нифига. Но я думаю, это не проблема. В магазине все выкупишь. Вот я прошел 2 сектора, прошел босса. Посмотри на мои очки. Лишних комнат почти не взял ни одной. Ну, грубо говоря, я 700 нафармил. Пойдем посмотрим. Раньше давали гидравлические детали с босса. И полетный контроль. А теперь не дают. Минималка 700 поднимаешь, да? 790. То есть мне чуть-чуть не хватило, чтобы вот это забрать. Но тебе они же не всегда нужны будут, да? Один раз дрона собрал и готово. И дальше ты просто это будешь тратить на карбончик, бензин, трансмиссию, заводские детали, модификации. Блин, мне кажется, это очень круто. Переходим к следующему сектору. Да, вот эту всю безобразие вот сюда просто вкидываем. И тем самым прокачиваем репутацию. Эх ты, ёлпалы. Обновлять надо. Я считаю, самый простой сектор это Б1. Потому что самая доступная броня и оружие. Проворство. Очень прикольно. Но если ты взял шипы, соответственно, это идиотизм брать проворство. Мне нравится дезинфекция. Но она просто снимает уровень ХП. А вот эта штука не дает им лечиться. А они вампиры в холоде. Ну и все. Все, пошла жара. Ракетницы вообще это вот то же самое, что ничего не сказать. Ты понимаешь, что? Они очень легко ремонтируются. Иду нифига не в зимней броне. Она в принципе не нужна. А с другой стороны, а что, сложно что ли сделать ее? Ну я тоже думаю, что не сложно, да? Все делают, и ты сделаешь. Замерзаю, замерзаю. А как еще можно согреваться? Тут есть обогреватели, короче. Серьезно, да. А вот этой штукой, блин, ей можно бить, слушай. Но она намного жестче, чем ракетница. И крафтится она нифига не задарма. Ящики, ящики. А боссы? Блин, ну комнаты с ящиками очевидные, которые ты видишь, да? Ну, блин, ну, конечно, их не игнорируй. Мы с тобой зачем сюда приперлись-то? И да, по поводу зимней экипировки. Блин, ну это реально самый простой сектор. Не забывай, что укрепленная делается из ресурсов плюс меховой. Ну, то есть, по любасу меховую броню лучше носить, да? Не париться с этим комплектом брони, с настойкой. В первых секторах сэкономить споровую броню. Другое дело, можно и попереключаться. Но здесь, я считаю, лучше меховую юзать. Мы ее потом используем при крафте, да? А это не работает во всех комплектах. Нет. Вот крафт улучшенной антиспоровой. Нифига не используется вот это вот. Как и боевой антирад. Просто сам по себе крафтится. Только в меховой броне. Вот эта система, да? Ну и в принципе лишней не будет ягодная настоечка. Потому что когда ты ее еще выпиваешь, у тебя брони от холода 20. То есть тебе вообще пофигу на их урон, да? Что они там повышают тебе жару. Первую ракетницу потратил, прикинь. А если дрон с зажигательными патронами? Ну, это вообще капец. Вот эта штука согревает. Но она прям ненадолго, короче, согревает. Плюс обоссаться можно. Ха-ха-ха, блин. Первую ракетницу. Оу, видел, да, очки попадали. Это что? Это оно. Фантастическая ловушки отключения с нанесением урона. Для полной выжимки, да, соответственно, надо каждую комнату. Если раньше вообще пофигу было на кожеедов, ящики основная тема была, то сейчас лучше прям всех, короче, нагибать. Больше нагибаешь, больше получаешь зеленых этих пробирочек. Вот они, обогреватели. Блин, мы уже один пробежали, кстати. Ничего.
Ну, рядом с ними вообще комфортно будешь себя чувствовать. Вон, видал, что? Греет. Прям хорошо греет. Ну, как бы да, ты будешь ограничен тогда, да? Ой, Виндиго мне хорошо сразу мороза накинет. А рядом с обогревателем насрать. Слушай, он вампир. И чё? Ну, полная фигня. Воин из-за угла, очень серьезный мужчина. Зачем ты ему... Блин, это вообще... Да. Блин. Обрати внимание. Я обказывал, что они не могут лечиться. Не распространяется на вот таких боссов. А факелом можно? Можно. Если хочешь. В принципе, да. Ну, этот сектор, это вообще, ёп, не бей лежачего, честное слово. Самый простой. О, сгорел мужчина, сгорел. Мы подошли с тобой к фантастическому боссу. Ледяной засранец. И чё, так вот прям вот есть ракетницы, так и будем биться. Серьезно, да я думаю, да. Проблем не составит. Вот этой штукой еще запилякаем. То есть это новая лаба, она не такая, как была та. Обогреватель, давай грей меня, мужчина, грей. Как никогда никого не грел. А надо ли убивать боссов? Первый раз надо, чтобы тебе разблокировать весь магазин. А потом уже можешь и подзабить на них. Ну, у меня как бы запас, ты понял, да? Так вообще ингалятор-то трогать нельзя. И чё? Вот тот самый момент, я тебе предлагаю вот так бегать все-таки на боссах. Потому что, да, повышается холод. И повышается холод. Ну и все, ёп. Че тут, ёп, было бы кого бить? Число. Окоченевший зомби. На целую минуту настойка бафается, да? Поэтому, в принципе, во вторую ячейку можно дрона брать. Повторюсь, если у тебя будет дрон с зажигательными патронами... Блин. Ёп, ну этот сектор вообще просто сдастся. Сразу скажут, блин, только не бей, мы тебе все отдадим. Ну вот, опасный момент. Не стой под струей, да? А самое важное что? Правильно. Лечиться. Постоянно лечиться. Каждый раз, когда какая-то обилка, да, и ты из нее не выпрыгиваешь, допустим, не выбегаешь, лечись. То есть это как барьял, да? Только вот такой вот он, ёп. Негодяй такой. Вторая ракетница, обрати внимание. Понял, да? Я полечился. Просто, ёп, полечился. Так, ну это не серьезно. Нормально. Блин, ну я тоже думаю нормально. Вот этой штукой, конечно, будет побыстрее, да? Пободрее, чем ракетница-то. Это обычный говна-шмот. То есть, если у тебя будет шмот потеплее, усиленный, ну, тогда другой уже расклад будет. Вот так. Вот так. И не это мне, блин. Развели тут, понимаешь ли, пароход мне в бухту, блин. Согреешься чуть-чуть хоть. Блин, жесткие пацаны, да? Ракетницы рекомендуются все-таки. И не ломай их. Я их сломал, это понятно, но ты их не ломай. Не, их надо ремонтить. Так. Вдруг откуда не возьмись появился. Ага. Рядом вот с этим обогревателем вообще плевать. Кто кого, блин. Готовы был. Ну и финальный сектор. Бронированные враги. Вот до него, чтобы дотянуться, тут уже надо в пути выжившего, да, тяжелая техника.
Ну, как минимум, тебе нужен вот этот антирад и фантастический миротворец. Я специально в этом ролике прохожу в этом говне, чтобы показать, что, ну, это вполне реализуемо, да? В финальной комнате я могу сделать слабее всех кожеедов, а могу взять тот же пропуск. И чё? Ну и я сейчас пробегусь и заберу все награды еще допом, да? Но так вообще дезинфекция — это классный скилл. Я вот шипы взял продемонстрировать тебе, да? А так вообще все классно. Я в конце брал пропуск, а дезинфекцию вторым обкастом. Карточки. Сюда, да не надо больше спрашивать. Хорошо. Хорошо. Прокачка для вездехода. Блинчики, как же он нужен. Каждый журнал золотой. Ну да, вот этот магазин мне не сильно вообще. Да? Ну да. Вот, я самое крутое взял. Коробку с котенком. Но если тебе еще есть куда развиваться, я тебе завидую. Как же это круто был. Давай этот сектор я просто порву. Если у тебя не будет этого красавчика дрона, вот такого, как у меня есть, просто больше потратишь брони, больше потратишь оружия. И все. Верный друг. Давай снимем ему. Он все равно не будет их сильно пробивать. Прощайте, говноеды. Это те самые обитатели лаборатории. Из рекомендаций. Ну, да, антирадинки рекомендую. Блин. Ты к этому моменту уже должен уметь их делать. А если нет, бункер Браво тебе в помощь. Таблетки от радиации и антирадинки. В особенности таблетки от радиации. Ты не видел? Обязательно посмотри мой вчерашний видос. 4-й уровень радиации, ты умираешь. И очень, очень быстро. Надо кушать антирадинку. Прощайте, говноеда. Ой-ой-ой. Вот те самые плевуны, которые ломали раньше броню. А сейчас? Они и сейчас ломают, но не настолько жестко. Прям реально классные парни стали. То есть, если раньше там ломали они за 3 плевка комплект брони, да, это была прям вообще беда. То сейчас, блин, твоя броня выдержит плевков 15-16. Это если ты уворачиваться не будешь. А если буду уворачиваться, ну тогда вообще насрать. О, забыла женщина, как взрываться. Это пацаны, которые обитали раньше, да, в лаборатории. Во всех секторах. И опять комната с отключенными ловушками. Я есть Грут, мужчина красавчик. Обрати внимание, мы чуть-чуть уходим в какие-то другие комнаты, да? Но так в целом идем четко вот по прохождению. Но я не все ящики лутаю. Чтобы максимум выбивать этой зеленой ерунды, надо именно все ящики лутать. Очень прикольная комната. Да, когда проходишь 4-й сектор, либо бери согревающий комплект брони, либо синенькую вот эту шляпу. Ее будет достаточно. Вот видишь сектор какой. Тут начинаешь замерзать. Можешь, конечно, на скорость бежать, да, возвращаться, отогреваться, убегать из вот этой комнаты конкретно. Джаггернаут был раньше такой живодристик, а сейчас просто дичь. Да? Медленный, но если подойдет, как всекет. Тоже переработали парня. Вот там тоже, скорее всего, ящик в темноте. Но я просто вот ртом вперед иду. Я сейчас 2000 не соберу, будет поменьше. Нормально, да? Можно и без синенькой бутылки, в принципе. Не сильно ее я мерзну. Да ладно, давай еще умри, блин. Не хочешь? Да нет, конечно. Если умираешь, твой трупик будет в самом начале лежать. Там, где генератор стоит. То есть не переживай. Ты максимально защищен. Максимально. Что я забыл дрона-то использовать, да? А надо? Блин, ну как бы лишний не будет. Вот там тоже ящик, блин.
Ну, конечно. Ай, блин, вообще. Оп, насквозь тебя ее пробежал. Блевотошный. А если с ловушками со всеми? У меня такие видосы есть. Ловушки не изменились. Как они были дичь, так они и есть, блин. Поэтому терминал с отключением ловушек — это очень классная штука. Одна из самых профитных. Облегчит твое прохождение, и все будет чин-чинарем. Блин, давай вызовем, что ли, дрона, да? Че я мучаюсь? У меня дрон есть, я ее без него бегаю. Да, вот будет большая толпа. Он экономит лечение, экономит броню. Меньше расходуешь огнестрела, ну, соответственно. То есть он такая сила. Не мягкая сила. Ёп, неприятный парень. Уйди от меня! Уйди! Блин. Ну реально жесткий тип. Так, вначале активируем вот это безобразие. А теперь вот это безобразие. У нас было с тобой 5 стволов. Но я использовал дрона, да? Чуть-чуть совсем, но использовал. Ну вот, видишь, да? Ёп, все. Да что вы, блин? Верблюдины. Блин. Ужас какой, а. Ну и финальный босс, которого обязательно надо наказать, чтобы разблокировать весь магазин. Чего в нем сложного? Блин, ничего не сложно. Ну, если я дрона вызову, это будет вообще дичь. Давай без дрона. Если с дроном, он вообще лопнет. Вот просто, ёп, лопнет, блин. Отходим. Фигачим. Но именно вот в этой стороне. Чтоб ты видел вот эти лазеры. Ха-ха-ха, блин. Повезло. Вот секунду бы и все, я бы отлетел домой. Ты понял, да? Кувырок возьми на всякий пожарный. Когда радиация, видишь, зашкаливает. Ну тогда лучше. Стой, 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 мы не видим. Вот. Тебе дают время, да, отдуплиться, понять. Красный. Не-не-не. Да чё не-не-не-то? Ха-ха-ха, блин. Лут ты не просрешь. Но неприятный осадок остается. Это же надо дойти до лаборатории. Ой-ой-ой-ой-ой. На финального босса я тебе все-таки рекомендую эти таблетки от радиации. Можно еще антирадинку скушать, да? Тогда радиация медленнее будет набавляться. И чё? Ну, попроще будет. Намного проще. Если у тебя будет уравнитель, ну это вообще, ну о чем тут говорить? И вообще, что касается всех боссов, да? Прекрасно пистолетами убиваются. Ну, конечно, можно поднажать и все-таки сделать автоматы. И на спорового, и на роботов, да? На каждого босса бери автомат просто. Ну чё, блин, говно, месть пришла, ёл-палы. Ты понял, да? Следить за вот этой шляпой, это раз. Поэтому вот тут как-то лучше сражаться. Ну и не стой под струей. Под стан не попадай и будешь победителем. А чтобы под стан не попадать, надо... Вот он, смотри, подходит на удар, я отбегаю. Подходит на удар, я отбегаю. Понял, да? Вот сейчас тормозок словил и почти всосал. Опа! Как красиво был. Я ошеломлен был. Ты понял, что? Красиво? Ну, мне кажется, красиво. А вот эти, когда парни... Блин, по идее, их надо наказать, а потом уже его. Как мы уворачиваемся от всех плевунов и всех остальных застранцев. Вот так же и от этого уворачиваться надо. То есть, когда он уже подошел к тебе в упор, тебе надо в этот момент отбегать. Вот он, все, подошел, замах пошел. Ничего. Если будет та самая обилка, ты сделаешь все красиво. Ну и все. А чё умер-то? А я не знаю, что-то это, расслабился, ёп.
Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот подробный обзор, и ты досмотрел до конца этот огроменный ролик. Не пропусти следующую серию, в которой мы пойдем на хард режим. Ну и, конечно, не забудь поддержать лайком этот видос. Ну и подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы все так и выходят каждый день. Обрати внимание, 3217, не добрал 300 очков. Если бы я побольше комнат зафигачил, ящиков открыл, было бы 2 косаря. И чё? Хард режим, еще 2 косаря. Ну, минимум. Итого 4 косаря. Да это жесть вообще, сколько можно набрать. Не пропусти следующую серию. Ну и не забывай про наш телеграм-канал. Чё там? Все. Регулярные анонсы всех роликов, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши. Скучно точно не будет. И никогда ничего не пропустишь. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.